Всем привет! После просмотра второй части многие испугались УАЗика. Напрасно. Он все-таки ездит, и с каждым днем становится все тише, мягче, экономичней. И я надеюсь, что однажды он будет не только доставлять разное барахлишко в деревню, но и приятные эмоции. В этом выпуске поговорим о том, как собран мой экземпляр на конвейере. Речь идет о машине 2016 года. Вы будете удивлены, но в целом я бы оценил сборку на 4 с минусом. В основном недочеты касаются различных мелочей, но их много и не все из них устранимы с наскока. Начнем с двигателя и коробки. Мне почти нечего рассказать. Раздатка и мосты. Нечего рассказать. ГУР. Нечего. Пробег перевалил за 3000. Ничего не произошло. Хантер просто ездит каждый день. Единственное, что меня смутило, это качество масла, которое заливают на заводе. Из двигателя вылилась какая-то неоднородная жижа. В мостах было очень черное густое масло. Результат притирки шестерен виден на магнитной пробке. Мельчайший металлический порошок напоминает пюре. Но самый невиданный коктейль вышел из раздатки. Жалко, не успел заснять. Сначала лилось что-то прозрачное, потом вырвались сгустки, похожие на масло с грязью. И пена. Подвеска. Все соединения затянуты. Ни одну гайку не смог дотянуть. Откровенный брак – это карданы, причина вибрации. Я отвез их на балансировку, где, проверив шлицевые соединения, мне сказали: лучше ходите пешком. Тем не менее, они взялись и отбалансировали их. Грузики появились совершенно в других местах. Вибрация теперь возникает не при 80, а при 90 км в час. После 110 она уже нестерпима. Думаю, вообще заменить их на действительно качественные карданы. Недовольство гигантским радиусом разворота навело меня на мысль проверить ограничительные болты на ступицах. И точно, они были выставлены с большой перестраховкой. Отмерив нужный градус, я увеличил угол поворота колеса и теперь легко разворачиваюсь не хуже каравана. Кузов. Неладно скроен да крепко сшит. Нет никаких назойливых скрипов или жучков. Но первое, что удивляет после иномарки, это обилие пластилина во всех углах. Это не транспортировочный пластилин, а именно современные кузовные технологии. Железная крыша стыкуется с большими зазорами. Загрунтованный кузов замазывают пластилином, а потом уже красят. Также поверх грунта клеятся виброизоляционные маты. Они покрывают достаточно большую площадь днища. Без них, наверное, было бы хуже. В кузове много сквозных отверстий. Когда я наливал жидкий антикор на арки колес и в заднюю вертикальную стойку, он тут же выливался на землю. Не знаю, как к этому относиться. Эти щели или хитро сделанная вытяжка, или особенности сборки. Двери в целом стояли ровно, кроме правой передней. Регулировке не поддается. Опытные УАЗоводы, взглянув на нее, сразу успокоили. Это значит, машина не битая, ибо двери стоят ровно только у тех УАЗиков, которые восстанавливали в сервисе после ДТП. Косо стоящая надставка той же двери пропускала воду в салон во время дождя. Подогнул рукой, и нет проблем. Внутренняя обшивка клеится к железу. Клеем случайно намазали глянцевую панель. Фиг ототрешь, только перекрашивать. Некоторые двери рвали своим железом резиновый уплотнитель. Пришлось его подрезать. Кривой желобок и продавленные при монтаже подкрылки – просто дань общей стилистике. От усилия при затяжке были также треснуты плафончики подфарников и задних фонарей. Не дожидаясь попадания воды, купил новые за 50 рублей. Еще о браке. Ни один дверной замок нормально не закрывался. Какие-то двери невозможно было заблокировать изнутри. Задняя калитка не закрывалась ключом. У остальных болтались ручки. Разбирал и подкладывал шайбы, которых, видимо, не хватало на заводе. Зато у завода много болтов, они россыпями были заложены в каждый дверной карман. Также мой экземпляр снабдили хлипким домкратом без ручки и намордником на зиму. Про кривостоящие дворники и болтающийся бачок омывателя задней двери не стоило бы и говорить, но я уже сказал. И на десерт о новой печке. Похоже, над ней трудилась целая КБ, не меньше, чтобы одолеть попадание воды внутрь и запотевание стекол. В конструкцию внедрен долгожданный лоток с трубкой для слива воды. А если вода нагло протечет мимо, то внизу ее встретит еще одна трубка для окончательного удаления воды под днище. Только все это тщетно. Первый же дождь прошел эти преграды и щедро залил пол. Стекло мигом запотело. Моему бешенству не было предела. Форум подсказал, что на конвейере просто не получается установить эти лотки без зазора. Воздуховоды печки также приварены криво. Щели в полпальца тут норма. Так что время засучить рукава и заняться доработками, тюнингом и колхозингом, чтобы попытаться сделать из УАЗа автомобиль. Об этом в 4-м выпуске.